Обзор этого полностью нового автомобиля мы начнем в темноте. О, посмотрите на это. Динамическая проекция указателей поворота прямо на землю. И это не просто визуальная фишка, но и элемент безопасности, чтобы люди лучше видели, куда вы на самом деле едете, но куда движется сама Audi. Сегодня мы познакомимся с полностью новым Audi Q7, изучим его экстерьер, интерьер и технологии, с Томасом и авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. И да, надо отдать планшет на секунду. Алия уже может показать вам сам автомобиль, у которого здесь очень много световых фишек. Посмотрите на переднюю часть. Решетка радиатора светится. И если у вас пакет S-Line, как на этом экземпляре, то подсветка будет прямо вот здесь. Крупные кольца Audi. Правда, они не объемные, но очень большие. А цвет этой машины называется Malpelo Blue. Я сегодня даже постарался подобрать под него свой наряд. Хотя сам цвет, знаете, я бы сказал, немного олдскульный. В духе автомобильного дизайна 70-х. Но как по мне, выглядит на самом деле круто. Основной блок фар находится здесь в нижней части. Это цифровые матричные фары. Вообще в базе вы получаете обычные светодиоды, которые по железу уже включают в себя матричный функционал. Но для его активации нужно сделать программную разблокировку. А вот это уже цифровые матричные фары Digital Matrix LED. Тут другое железо, которое может даже выводить проекции перед машиной, и все в таком духе. И плюс как раз здесь вы получаете те самые проекции указателей поворота на землю. Это работает и спереди, и сзади. Но сзади вам понадобится дополнительная опция OLED-фонарей. Ну, вы понимаете, к чему все идет. Опций тут, конечно, целая куча. Здесь, если посмотреть в профиль, стоят 22-дюймовые колесные диски. Вообще можно выбрать размер от 20 до 23 дюймов. Колесные арки тут окрашены в цвет кузова и шильдик S-Line. Они наконец-то вернули его на то самое место, где он всегда и был. Типичный для Q7 строгий вертикальный силуэт. Модель доступна в 5, 6 и 7-местном исполнении. Совсем скоро мы подробно разберем особенности салона. А здесь сзади вы снова видите проекцию и современные световые технологии. Вот, например, когда включены указатели поворота или аварийная сигнализация, появляется дополнительный треугольник, который предупреждает остальных, что у вас включена аварийка или поворотник. Ну вот, смотрите. Тут как раз видна разница. На рынке Северной Америки эта проекция работает только при включении поворотников. В Евросоюзе же она активируется в том числе и при включении аварийной сигнализации. А это такой мерцающий эффект задних OLED-фонарей. Опять же, это отдельная опция. Еще здесь есть датчик приближения. Вот он как бы говорит: отойди, ты стоишь слишком близко. Итак, что же мы хотим сделать с полностью новым Audi Q7? Экстерьер вы уже видели. Как по мне, дизайн получился вполне удачным. А еще здесь честное исполнение патрубков выхлопной системы. Никакого фальшивого выхлопа. В Audi снова от этого отказались. Кольца тут с подсветкой. И этот Audi Q7 всегда немного длиннее своих конкурентов, таких как текущее поколение BMW X5 и Mercedes GLE. Конечно, у X5 скоро появится новое поколение. Но на данный момент длина этой машины составляет 5 метров и 6 сантиметров. А это на 12 и 14 сантиметров больше, чем у BMW X5 и Mercedes GLE. Все потому, что у Audi Q7 всегда был определенный акцент на 7-местный салон или такую опцию. Так что в этом плане он немного длиннее. И еще один момент по поводу подвески. Стандартнее на Audi Q7 идет обычная пружинная подвеска. В Audi обещает, что она стала комфортнее, чем прежде. В качестве опции, и она как раз установлена на этом автомобиле, доступна пневмоподвеска. Ее можно заказать как в обычном комфортном исполнении, так и в варианте со спортивной пневмоподвеской, если вам хочется более плотного хода. Само собой, поведение машины на дороге адаптируется к скорости, а также к выбранному режиму движения. Кроме того, опционально предлагается подруливающая задняя ось. В этом случае задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов в противофазе с передними. Это очень выручает, особенно на тесных подземных парковках и в подобных местах. И кстати, расскажу вам по секрету. Это было очень-очень забавно. Буквально пару недель назад мы были на этом же самом месте, в этой же локации и даже в той же самой студии, где снимали главного конкурента от BMW. Тот обзор тоже скоро выйдет, так что будет супер интересно. Но здесь у нас еще есть автоматические двери. Скоро мы пригласим вас на подробный осмотр салона. Электропривод дверей — это тоже опция, брать ее совсем не обязательно. С одной стороны, временами такие двери могут немного раздражать.
С другой стороны, у них есть свои практические плюсы. Например, когда вы привозите детей в школу или забираете их оттуда. Вы просто сидите за рулем, открываете дверь кнопкой изнутри со стороны тротуара, и дети спокойно садятся в салон. Вот вам отличный пример, когда автоматические двери могут пригодиться. В остальных же ситуациях они, пожалуй, могут слегка надоедать. И вот теперь заглянем под капот. Что у нас по силовым агрегатам? На эти кабели можете не обращать внимания. Они нужны просто для питания машины в студии, чтобы работала вся оптика и прочее. У клиентов, конечно, ничего такого не будет. Нам же здесь интересен 3-литровый V6, который доступен как в дизельном, так и в бензиновом варианте. Конкретно этот мотор 3-литровый V6 дизель на 250 или 300 лошадиных сил, в зависимости от спецификации для конкретного рынка. Хотя на большинстве рынков будут доступны оба варианта. Также предлагается 3-литровый бензиновый V6, либо в виде чистого ДВС, либо как подключаемый гибрид PHEV. Последний будет очень важен для европейского рынка. Вообще, в категории больших кроссоверов в Европе чаще выбирают дизель или подключаемый гибрид, а в Северной Америке чистый бензиновый мотор. В Европе для дизельных и чисто бензиновых версий также предложат систему MHEV+. Это мягкий гибрид плюс. По сути, вы получаете чуть более емкую батарею, что приближает машину к полноценным гибридам. Хотя, пожалуй, это лишь промежуточный шаг. Система дает дополнительный буст при разгоне и обеспечивает большую эффективность рекуперации. Позже мы также ожидаем версию SQ7 с 4-литровым V8 битурбо, и там время разгона будет уже меньше 4 секунд. Но здесь у нас 3-литровый 6-цилиндровый мотор. И вот посмотрите еще раз. Когда поворотники выключены, в верхней части дневных ходовых огней появляется такой своеобразный кристаллический эффект. Как по мне, автомобиль выглядит немного, знаете, как такой повзрослевший и укрупненный Audi Q3. Дизайн выполнен в схожей стилистике. Но внешне все смотрится очень хорошо. Пишите в комментариях, согласны ли вы со мной или нет. Теперь перейдем к интерьеру и заодно посмотрим на эти двери с электроприводом. Мне нравится, что здесь оставили классические дверные ручки, а почему бы и нет. Все знают, как ими пользоваться, включая спасателей в случае чего. Так что, как по мне, это всегда самое безопасное решение. Кроме того, машина подготовлена и для китайского рынка, где эта модель тоже появится. Там, к примеру, предложат базовую версию с 2-литровой четверкой, из-за особенностей налогообложения и всего такого. Ну и вот, здесь я могу полностью открыть все с помощью электропривода. Если я отойду, датчики не будут блокировать движение. Посмотрим, откроется ли она пошире. Да, отлично. Так что доступ в салон тут максимально удобный. Цветовое сочетание, я считаю, получилось очень красивым. Синий кузов снаружи и это матовое дерево здесь в салоне. На самом деле круто. Чтобы снова закрыть дверь, ну можно просто толкнуть ее рукой. Тут есть доводчик. Но вообще вариантов всегда несколько. Можно потянуть за, ну вот, сработали датчики. Можно потянуть за дверные ручки, причем это работает и снаружи. Или можно подождем, пока сработает доводчик. Это, правда, порой происходит чуть медленнее, чем если бы вы просто захлопнули дверь сами. Ну да. А еще можно нажать кнопку изнутри, и они тоже закроются. Скоро я вам это покажу. А когда вы сидите на месте водителя, достаточно просто нажать на педаль тормоза, и дверь закроется сама. Теперь заглянем на внутреннюю сторону двери. Верхняя часть здесь тоже отделана качественным материалом. И мне безумно нравится это матовое дерево, особенно в контрасте с синим цветом кузова. Аудиосистема Bang & Olufsen на 22 динамика. В качестве опции доступен так называемый 4D звук. Это когда идет вибрация по сиденьям. Но повторюсь, это лишь опция. Классический блок управления стеклами, качество отличное. Сверху добавлена гальваника. Управление боковыми зеркалами. Все знаете под рукой и очень удобно. Внутренние карманы двери изнутри не обшиты, в нижней части просто резиновый коврик. Кнопки памяти сидения расположены прямо здесь. Салон выполнен в светлых тонах, и по цветовой гамме все сочетается просто отлично. Что касается руля. Они вернули нормальное управление вместо сенсорных кнопок. Теперь здесь есть, например, физическое колесико прокрутки для приборной панели. И еще одно колесико, к примеру, для регулировки громкости. По крайней мере, тут есть подсветка, и вы получаете хоть какой-то отклик от этой единой панели кнопок. Кстати, это не интерьер S-Line. То есть вы можете заказать экстерьер S-Line, но оставить обычный салон. Комплектации можно немного миксовать между собой. Верхняя часть передней панели тоже обшита. Плюс тут использовали немного ткани в сочетании с тем самым матовым деревом. При желании можно заказать карбон или алюминий, но главное, они постарались уменьшить количество глянцевого черного пластика.
Это хорошо, тут они явно прислушались к отзывам клиентов. Чего они пока не добились, так это избавление от этих огромных рамок. Вот здесь, вокруг приборной панели, вы видите широкие рамки тут, тут и тут. Из-за этого сам экран кажется меньше, чем мог бы быть. Понимаете, о чем я? Так что, как по мне, следующим шагом должно стать как раз избавление от этих массивных рамок на приборке. О, кстати, что касается переключателей. Это решение тоже взяли от Audi Q3. Вот так вы включаете указатели поворота, а вот так активируете дворники. Сюрприз. И это получается такой единый блок, который с другой стороны отвечает еще и за выбор передачи. К этому привыкаешь. Но вопрос в том, зачем вообще так делать? Ради визуального стиля? Ну, в центральной консоли, пожалуй, стало немного чище. Да, центральную консоль это определенно разгрузило. Но что касается самого рычага поворотников, я тестировал такую схему в Audi Q3, и он расположен жестковато, слишком близко к рулю. Так что, честно говоря, мне было удобнее, когда этот подрулевой рычаг находился чуть дальше, если можно так выразиться. Теперь по сиденьям. На выбор предлагается 3 разных варианта. Есть базовые кресла, есть спортивные с более выраженными боковым профилем, а вот это сиденье Sport Plus, которое выглядит так, будто у них встроены подголовники, но на самом деле их все еще можно регулировать по высоте. Кроме того, здесь есть подсветка. Мы как раз и сняли для вас несколько крупных планов. А если выбрать топовую аудиосистему, в эти кресла будут встроены еще и динамики. Их работа, к примеру, немного адаптируется к скорости движения. И это как раз создает тот самый 4D эффект. Я уже тестировал подобные аудиосистемы раньше. По сути, вы чувствуете телом низкочастотную вибрацию прямо в сиденье. Честно говоря, эффект кажется прикольным, когда вы хотите удивить друзей. Эй, зацените, какая фишка у меня тут со звуком. Но спустя какое-то время это начинает немного утомлять. Так что саму аудиосистему B&O я бы, пожалуй, взял. Но вот без этого 4D эффекта. Что я сейчас заметил, поскольку я человек с очень большим размером ноги, то здесь, да, места под длине маловато, когда я ставлю сюда ноги. Но надо признать, у меня и обувь сама по себе очень длинная. И вот если бы я сейчас нажал на тормоз, дверь бы как раз закрылась. Еще один момент. Электрорегулировка рулевой колонки по высоте и вылету. Тут все отлично. И по запасу над головой при моем росте 1,89 м вообще никаких проблем. Машину по-прежнему собирают в Братиславе, в Словакии, так что завод менять не стали. Производство останется в Европе. Там же, к слову, выпускаются все остальные родственные модели из этого большого семейства. Знаете, я спросил у представителей компании, это просто фейслифтинг или вы действительно поменяли шасси? И они ответили, что шасси действительно изменилось. Да и сами видите, это абсолютно новый экстерьер, абсолютно новый интерьер. При этом в основе этой же базовой платформы лежат не только Q7, но и Q8, бензиновый Porsche Cayenne, не электрический, а также Bentley Bentayga. Я ничего не забыл. Ах да, Lamborghini Urus. Так что в рамках всего концерна у всех больших кроссоверов, конечно, до сих пор есть общие корни. И как я уже сказал, эти братья по концерну делят между собой некоторые компоненты. И даже новый электрический Porsche Cayenne, понятно, что у него другая чисто электрическая платформа, но какие-то детали у них все равно общие. Например, та же логика работы автоматических дверей. И вот я хочу нажать на тормоз, чтобы закрыть дверь, но вообще это можно сделать и с помощью другой фишки, которую вы, возможно, уже видели в нашем обзоре Porsche Cayenne Coupe Electric. Когда я беру ремень безопасности и просто пристегиваюсь, как и положено делать, дверь тоже закрывается. И, кстати, замечу, я не подыгрывал себе с тормозом, честное слово. Но фишка действительно очень интересная. И раз уж я заговорил про историю со школой и детьми, я могу зайти в меню управления дверями, зажать нужную кнопку на экране и... Сейчас я вам это покажу. У нас же все вживую, максимально аутентично, верно? Вот выбираем сторону тротуара, которая как раз безопасна для детей. И затем вы можете вот так открывать и закрывать ее. Так что в таком сценарии это очень полезная семейная функция. Но лично я бы, честно говоря, все равно выбрал обычные механические двери. Вот мы и здесь. По сути, этот выпуск у нас посвящен свету и тени. Что я имею в виду? Световые технологии. То есть они действительно совершили огромный шаг вперед в плане оптики. В Audi снова заявляет,
что с их новыми фарами они занимают абсолютно лидирующие позиции на рынке. По их словам, во время езды вы получаете максимально возможную видимость. Обязательно протестируем это в ходе ночного тест-драйва совсем скоро, если вам это интересно. Так что здесь действительно все завязано на свет, фишки с поворотниками и так далее. Тут в интерьере они тоже классно интегрировали контурную подсветку. И мне также очень нравится, что они заметно уменьшили количество глянцевого черного пластика. Да, здесь есть немного глянца, но по крайней мере опять же не на центральной консоли. Кроме того, боковины вот здесь качественно обшиты, тут все мягкое. Так что в плане качества сборки они определенно выросли. Как я уже говорил, вместо этого можно заказать карбон или алюминий. Но это матовое дерево просто потрясающее, обожаю его. У него такая матовая пористая текстура, это действительно очень круто. И здесь очень много места. А в это панорамное остекление крыши даже встроена подсветка. Она идет по всей длине. Но самое классное, что эту панораму все еще можно физически открыть. О, любопытно. В этот момент подсветка гаснет, потому что очевидно разрывается электрическая цепь. Интересно получается. Вот так. Вау. Проем открывается очень широко. Прямо кабриолет Q7 какой-то. Они не стали ставить сюда дополнительную шторку с ручным управлением, поскольку заявляют, что слой ультрафиолетовой защиты, который они нанесли на это стекло, настолько толстый, что его вполне достаточно. Да. И еще вы можете сделать вот так. От жары это не спасет, но здесь используется технология PDLC, так что стекло можно делать либо полностью прозрачным, либо немного затемнять его, если для вас, к примеру, станет слишком светло. Так что да, здесь тоже сплошные технологии. В каких же аспектах Audi отстает? Думаю, первое, о чем я уже говорил, это слишком массивные рамки вокруг экрана. Кроме того, здесь есть еще и дополнительный пассажирский дисплей. Вот смотрите. Да, работает как-то неторопливо. Есть такое? Но чуть позже я проверю это в основной мультимедийной системе. Для фонового рисунка здесь можно выбирать разные темы. Но да, я уже рассказывал об этом раньше, в том числе в обзоре на RS5. У них есть такая фишка. Если вы хотите другие темы оформления, вам придется докупать их отдельно, где-то за 10, 20 или 30 евро. И мне кажется, но они могли бы предложить хотя бы штук 10-15 бесплатно. Вы платите за машину условные 150 тысяч евро, а потом должны вложить еще десятку, чтобы экран не выглядел как черно-белый компьютер из 90-х. Я не понимаю эту логику. Нет, я считаю, нужно быть дружелюбнее клиентам в таких вопросах. Вдобавок, вокруг экрана все еще слишком много глянцевого черного пластика. Это далеко не всем нравится. Да и тем же блоком климат-контроля можно было бы управлять как-то попроще. Он расположен далековато от руля и все в таком духе. Хотя здесь, по крайней мере в этой версии, свободного места побольше. В некоторых других новых моделях вроде Q6, A5 и так далее, он смещен еще ближе, так что пальцами толком и не дотянуться. А тут, благодаря тому, что он находится на своем месте и опущен пониже, тянуться к нему чуть удобнее, но все равно не идеально. И еще нам нужно поговорить об обивке сидений. Потому что сегодня уже каждый массовый автопроизводитель предлагает решение без использования материалов животного происхождения. Я знаю, что для кого-то это более важно, а для кого-то менее. Но для меня лично это очень важно, потому что я вырос среди животных. Они всегда были для меня друзьями и членами семьи. Вот почему животные для меня супер важны. И именно поэтому я хочу, чтобы в моей машине не было никаких животных материалов. Сейчас это предлагают абсолютно все бренды, буквально каждый производитель, кроме Audi. Здесь вы можете выбрать ткань, но это будет смесь ткани и шерсти альпака. И я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем они так сделали. А по бокам все равно будет натуральная кожа. Или вот вариант, когда по центру используется микрофибра, здесь это микроволокно динамика, но по бокам опять же натуральная кожа. Ну а на этих креслах обивка полностью из натуральной кожи. И как я уже сказал, Audi здесь капитально отстает от технологий. Ведь если посмотреть на техническую сторону вопроса, то никакой реальной необходимости в материалах животного происхождения уже нет. Современные высокотехнологичные кожзаменители качественнее и мягче. И об этом говорят сами производители и поставщики. Так что технологически в этом нет никакой нужды. Все держится исключительно на принципе. Ну, мы же делали так последние 40 лет, значит так и надо. Audi тут действительно очень-очень сильно отстает. И я искренне не понимаю, в чем проблема просто предложить клиентам экологичную альтернативу без материалов животного происхождения. Все остальные так делают, кроме Audi. Минутка гнева окончена. Спасибо.
А теперь заглянем в бардачок. Крышка опускается плавно и неторопливо, и здесь мы снова видим это прекрасное матовое дерево. Так что в целом стилистика интерьера, на мой взгляд, получилась очень классной. Мне действительно интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Кстати, вы наверняка заметили контурную подсветку спереди. Светодиодная полоса проходит по всей ширине передней панели и, кроме прочего, дублирует работу поворотников. Но загорается она не желтым цветом. Почему? Ну, поначалу это может немного запутать. Но логика тут простая. Снаружи автомобиля указатели поворота желтые, а вот стрелочка на приборной панели внутри всегда зеленая. И именно поэтому они сделали этот дублирующий сигнал на контурной подсветке спереди тоже зеленым. Так что да, с передней частью салона они придумали много всего любопытного. Но, конечно, куда важнее и критичнее то, что происходит сзади. И поскольку я настоящий джентльмен, я, разумеется, открою дверь для Лии. Вот так. И теперь она сможет оценить для нас заднее сиденье. К слову, управления там тоже предостаточно. Правда, с этими автоматическими дверями весь процесс занимает определенное время. Итак, во-первых, я могу сесть сам за собой. Вот так. Места для ног здесь все еще вполне достаточно. Кстати, тут полно разъемов USB-C. И если быстрая зарядка через USB-C вам действительно, будь здорова, Лия, да, в студиях у нас иногда бывает немного пыльно. Так вот, порт USB-C есть и спереди. Там же расположены беспроводные зарядные панели. Кроме того, разъемы USB-C встроены в заднюю часть спинок передних кресел, а также находятся внизу центральной консоли. И логика их работы настолько сложная, что мне, честно говоря, приходится зачитывать это по шпаргалке. Слушайте, в первом ряду разъемы USB-C идут на 15 Вт или опционально на 60 Вт. Во втором ряду, прямо в сиденьях, всегда выдают 45 Вт. Внизу центральной консоли для второго ряда 15 Вт или опционально 100 Вт. И в третьем ряду снова 45 Вт. Добро пожаловать в мир Audi. Точно такая же история у них со светотехникой. В базе идут обычные светодиоды, затем за доплату через программное обеспечение можно разблокировать матричные фары. Далее, как опция по опции, идут цифровые матричные фары. Следующий уровень кастомизации задних фонарей на органических светодиодах. И, наконец, вишенка на торте – продвинутые динамические указатели поворота. Причем спереди все завязано на цифровой свет, а вот сзади проекционный эффект вы получите только в том случае, если раскошелитесь еще и на OLED-фонари. В общем, та еще головоломка. К счастью, хотя бы на некоторых рынках они немного упрощают жизнь клиентам, собирая все это в готовый пакет опций. Но главное вот в чем. Если захотите зарядить свой MacBook сзади во время работы, а я иногда так и делаю, например, когда Лия за рулем. Кстати, отличное название для нового канала – Лия рулит. Так вот, я сдвигаю переднее кресло вперед, сажусь здесь и монтирую видео, пока Лия везет нас домой. В такие моменты я точно ценю 100-ваттную зарядку из нижних портов. Это действительно круто, потому что в большинстве машин порты слишком слабые. Так что здорово, что здесь это предусмотрено. Все, с темой USB-C покончено. Уж простите, автомобиль действительно оказался технически замудренным. И здесь при моем росте 1,89 м остается вполне достаточно места над головой. Посмотрите на эту красивую панорамную крышу с подсветкой. Она действительно создает атмосферу уютной гостиной. И, кстати, электропривод сидений идет уже в базе. Я не шучу. Это стандартное оснащение, а не опция. Да-да. Базовая. А теперь сиденье можно сильно сдвинуть вперед, чтобы освободить место. Всегда говорят, что у немцев нет чувства юмора, но я постоянно пытаюсь доказать обратное. Как видите, таким образом можно увеличить объем багажника. Причем сиденье складывается в пропорции 1/3 к 2/3. Наклон спинки здесь тоже регулируется с помощью электропривода. С этой моделью они явно метят уже не просто в премиум, а в настоящий люкс-сегмент. Что еще интересного, крепление Isofix. Они есть даже на центральном сиденье. Были ли они на... Да. Получается раз, два, три, 4 крепления Isofix. Посмотрим, если они на третьем ряду. Я сомневаюсь, но проверим. В любом случае, такой вариант отлично подошел бы моему брату. У меня как раз 3 маленькие племянницы, так что для него это было бы идеально. Дальше у нас подстаканники. Они здесь с адаптивной конструкцией, а эту центральную секцию можно вручную превратить в лючок для лыж. Тоже удобная функция. Но впереди нас ждет еще больше интересного. Для начала еще один быстрый взгляд на заднюю панель. Мы знаем, что на протяжении последних 10-15 лет этот элемент без изменений кочевал сюда еще со второго поколения. Крепление топ-теза здесь также в наличии, так что перед нами буквально настоящий станок по перевозке детских кресел.
А теперь посмотрите, тут куча кнопок, и сходу вообще не разберешь, какая за что отвечает. Начнем вот с этой. При ее нажатии сиденье немного сдвигается вперед, и вслед за ним вперед уезжает весь второй ряд. Зачем сделана именно такая траектория? Все просто. Чтобы вы могли спокойно пролезть на третий ряд сидений. При этом теоретически вам даже не обязательно снимать детские кресла со второго ряда. Разумеется, все зависит от их габаритов. И сработает это не с каждой моделью, но с некоторыми вполне получится. Так, теперь мне нужно нажать вот эту кнопку, верно? Да, именно ее я искал. И вот теперь у нас открылся полноценный доступ к третьему ряду. Что касается кнопок в нижней части, у них тоже есть несколько функций. Например, когда нажимаю их, сиденье третьего ряда начинает подниматься. То есть здесь абсолютно все на электроприводах. Даже... подождите секунду. На третьем ряду тоже есть изофикс. Получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Целых 6 точек крепления изофикс в одном автомобиле. Это действительно потрясающе, очень крутая фишка. И, конечно, я могу вернуть эти сиденья обратно. Да, это работает вот так. Думаю, Ли нужно нажать одну из тех кнопок с той стороны, чтобы вернуть второй ряд. Но у нее... Да, у нее в одной руке свет, а в другой камера. Так что прошу прощения за неудобство. Ладно, нажмем вот эту. Отлично, теперь сиденье возвращается назад. Кстати, отсюда же можно и сложить кресло. Такая функция тоже предусмотрена. Причем это та же самая кнопка, только ее нужно потянуть на себя. То есть, когда вы нажимаете на кнопку, сиденье поднимается. Подождите, сейчас опускается третий ряд. Я заметила, что это отличная возможность для демонстрации сцены. Включить для вас анимированный режим. Машина только что заявила, что сейчас отличный момент, чтобы показать мне тему оформления салона. Без понятия, с чего она это взяла. Вопрос адресован водителю. Включить анимированный режим. Включать ей анимированный режим, думаю, не стоит. Вот вам, к слову, живой пример работы голосовых ассистентов в современных автомобилях. Вечно с ними какая-то такая история. Ладно, вернемся к делу. Теперь это видно лучше. Я дважды потянул за кнопку, и теперь могу полностью сложить оба ряда, и третий, и второй. А если я снова потяну за кнопку, посмотрим, что произойдет. Сначала поднимается второй ряд, а затем, если я нажму на нее еще раз, да, тут за всем этим скрывается целый алгоритм движения кресел вперед-назад. И вот, когда я нажимаю кнопку снова, переднее сиденье уезжает вперед, чтобы третий ряд мог беспрепятственно подняться обратно. Фух, со второй частью покончено. Но третий ряд мы, конечно, обойти стороной не можем, ведь мне очень хочется узнать, сколько там на самом деле места. Мы можем попробовать провести эксперимент, ведь главный вопрос всегда один. Подходит ли этот ряд для высоких взрослых? Если я сдвину сиденье второго ряда вот так вперед, то сам я на нем еще кое-как могу усесться. Ладно. А теперь вопрос. Если я попробую пролезть на третий ряд с другой стороны, так, нажимаем эту кнопку, нет, вот эту. Я честно пытаюсь выучить, где какая кнопка. Но тут вечно путаешься. Ох, сейчас будет тесновато. Кажется, Ли придется обойти машину с другой стороны, чтобы показать это в кадре. Но, как я и думал, этот ряд скорее рассчитан на детей. Места для ног взрослым тут не хватает совсем. А вот над головой запас отлично, никаких проблем. К тому же здесь есть свои разъемы USB-C. Пожалуйста, вот вам отличный момент, чтобы посмеяться надо мной. Лия вон уже вовсю веселится за мой счет. И вы тоже можете присоединиться, я не против. Оценю юмор. Кстати, кто-нибудь помнит, какую мощность выдают порты USB-C на третьем ряду? Лия, помнишь? Нет? Я тоже забыл. Кажется, 35 Вт или вроде того. Нет, близко, но не угадал. 45 Вт. Всего 45 Вт для третьего ряда. В общем, по высоте все нормально, а вот ногам места нет.
Но радует то, что они реально позаботились об Isofix. Детские кресла можно установить буквально по всему салону. Плюс 3 крепления топ-теза сзади для второго ряда кресел. Так что да, эта машина для детей чисто семейная история. Нажимаем эту кнопку. Теперь вот эту. Оставим пока двери открытыми, чтобы в багажнике было побольше света, потому что багажник мы, конечно же, еще не разбирали. Какой здесь объем? Все зависит от конфигурации сидений. Перед нами, как я уже показал, 7-местный вариант. У 5-местной версии багажного пространства будет чуть больше. Разница в цифрах следующая. 670 литров у 5-местной модификации и 580 литров у 7-местной. Также существует 6-местный вариант с раздельными капитанскими креслами на втором ряду, где дети могут проходить на третий ряд прямо через проход по центру. Но учтите, капитанские кресла не умеют делать то, что я собираюсь показать вам прямо сейчас. Для начала здесь есть электрическая шторка багажника, которая автоматически поднимается и опускается. Я ее уже убрал вот сюда вниз, чтобы она не болталась по салону. А теперь магия одной кнопки. Конечно, можно складывать сиденья и по отдельности. Какие-то там, какие-то тут. Но если нажать вот эту одну кнопку, то все кресла должны сложиться одновременно. Смотрите. Подголовники откидываются, и следом уходит спинка. С капитанскими креслами такой фокус не пройдет. Они так и останутся торчать, потому что они более массивные и не могут складываться в ровный пол. Так что, как по мне, 5- или 7-местный вариант – это самое практичное и гибкое решение для перевозки багажа. Вы только посмотрите на эту площадку. Выглядит просто круто. В таком состоянии длина составляет даже больше 2 метров. Если точнее, 2 метра и 8 сантиметров. Давайте измерим остальное. Стандартная длина до спинок второго ряда 1 метр 10 сантиметров. Высота проема 79 сантиметров. Ширина в самом узком месте она превышает 1 метр. В общем и целом максимально практичный и удобный в использовании автомобиль. И действительно, как я уже говорил, перед нами настоящий станок по перевозке детских кресел. При этом вы можете поднимать сиденье по отдельности, а можете снова воспользоваться этой магической кнопкой, чтобы вернуть все кресла в исходное положение разом. И я действительно должен подчеркнуть, что это не какая-то там доп. Опция. Хотя может они передумают и внезапно сделают ее. Да ладно, я просто шучу. Но о таких вещах всегда стоит упоминать. Так, отлично, это сиденье мы подняли. Теперь оно немного сдвигается вперед, а затем вот эти... как интересно. А это действительно продумано. Звуковой сигнал, который вы слышите, это предупреждение о безопасности. Машина как бы говорит: внимание, чтобы водитель случайно никого не прищемил сзади. Окей, понятно. Не уверен, улавливает ли этот писк микрофон, но на экране мультимедиа отображается предупреждение. Автомобиль всегда подает такой сигнал, когда сзади двигаются сиденья. Что ж, это действительно очень-очень любопытно и здорово сделано. В общем, по части трансформации салона Audi Q7, как и всегда, на высоте и предлагает огромную гибкость. Эта модель изначально создавалась с прицелом на внушительную длину, перевозку детей и полноценный 7 мест. Расскажите в комментариях, что вы думаете о практичности и возможностях трансформации этого интерьера. И главный вопрос, как вы считаете, много ли у этого автомобиля шансов в борьбе с его прямыми конкурентами? Примечательно, что у каждого автопроизводителя сейчас свой подход к тому, как разделять линейки моделей с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей. Например, идея BMW с совершенно новым BMW X5, который тоже... Так, подождите минуту. А когда у него вообще... Вот тут начинается самое сложное. Понимаете, мы записываем эти видео заранее, потому что все всегда находится под строжайшим секретом и эмбарго. И всегда встает вопрос, когда там премьера нового X5, а когда выйдет X7? У меня тут есть целый список всех грядущих автомобильных премьер и эмбарго, строжайшая тайна. Они, конечно, ничего лишнего вам не скажут. Ладно, шучу. Этот автомобиль рассекретят в начале июня.
Значит ли это, что я уже могу что-то рассказать о совершенно новом BMW X5? О нет, мне пока нельзя. Но что я точно могу сказать, так это то, что X5 сохранит одну общую платформу для разных типов двигателей, включая электроверсию. А вот перед нами здесь чисто бензиновая дизельная платформа. У Audi на данный момент есть Q6 e-tron, а также переименованный Q8 e-tron, но производство последнего уже прекращено. Так что в данном случае мы видим исключительный подход с DVS. Крупного полноразмерного электромобиля от Audi мы пока так и не увидели. Мы знаем, что существует электрический Porsche Cayenne, а это ведь внутриконцернская история. Так что они вполне могли бы выпустить новый электрический Q8 на базе этого Cayenne. Это было бы мощно. Вы также можете спросить себя, и это, кстати, был первый вопрос, который я задал представителям Audi, а что будет с обычным бензиновым Q8? Они говорят, что пока ставят его на конвейере параллельно с этой моделью и не будут обновлять его в соответствии с теми изменениями, которые мы видим здесь. Так что это может стать решающим фактором. Если вы, к примеру, скажете, знаете, мне больше нравятся прежние интерьеры Audi, то вы все еще можете выбрать Q8. А дальше посмотрим, что станет с Q8 в будущем. Будет он электрическим или нет. И вы можете быть уверены, если вы подписаны на наш канал, мы всегда будем держать вас в курсе всех самых свежих изменений, обновлений и, конечно же, расскажем, когда прибудет новое поколение. А теперь делитесь в комментариях, что вы думаете о совершенно новом Audi Q7. Возможно, вы уже видели какие-нибудь шпионские снимки в сети. Я-то их точно видел. Кстати, совсем скоро появится еще более крупный старший брат Audi Q7, и об этом мы тоже вам обязательно расскажем. Ну а теперь пришло время взглянуть на главных конкурентов Q7.